Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим по-настоящему пушистые воздушные булочки. Открываю все секреты и нюансы приготовления долго не черствеющего дрожжевого теста. Рецепт не классический и не традиционный. Японские булочки Хоккайдо точно поразят всех. Готовятся они несложно. В описании под видео указано количество ингредиентов. В кастрюлю наливаю половину от общего количества молока, добавляю 4 столовые ложки муки, тоже из общего количества. Перемешиваю венчиком, чтобы не было комочков. Ставлю на небольшой огонь и при постоянном помешивании в течение 2-3 минут завариваю тесто. Это называется мучная заварка. В Японии ее называют таджонг. Затем накрываю пищевой пленкой в контакт. Это обязательно, чтобы не образовалась корка, и остужаю. В миску, где буду замешивать тесто, наливаю молоко и измельчаю прессованные дрожжи. Добавляю сахар, перемешиваю венчиком. Затем сюда добавляю 4 столовые ложки муки, снова из общего количества. Снова перемешиваю, чтобы не было комочков. Накрываю полотенцем и оставляю на 10-15 минут. Когда дрожжи стали активными, вбиваю сюда яйца, добавляю ванильный сахар, соль и снова перемешиваю. Кстати, можно использовать и сухие дрожжи, но только в 3 раза меньше. Затем я выкладываю сюда остывшую мучную заварку. Как видите, она стала довольно густой, поэтому при помощи венчика я ее разбиваю, вмешиваю в тесто. Затем постепенно частями просеиваю муку. Обязательно частями, всю муку сразу не добавляйте. И замешиваю тесто. Снова подсыпаю муки, замешиваю тесто венчиком, пока это возможно. Когда тесто становится густым, я его вымешиваю руками прямо в миске. Тесто можно вымешивать вручную или можно воспользоваться планетарным миксером. Затем я добавляю сюда мягкое сливочное масло и вмешиваю в тесто. Сначала тесто будет становиться таким довольно липким, но постепенно при вымешивании оно будет уже приобретать форму. В конце вымешивания, замешивается тесто где-то 7-8, около 10 минут, я добавляю на руку еще растительного масла и где-то в течение 30 секунд вымешиваю с ним, чтобы тесто не прилипало к рукам. Но в конце вымешивания все равно оно немножко может прилипать, уже больше муки не добавляйте. Миску смазываю растительным маслом, округляю тесто, выкладываю его в миску, накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место для расстойки. Обычно это тесто подходит за 1 час. Силиконовый коврик припыляю мукой и выкладываю хорошо подошедшее тесто. Я его обминаю. Формирую колбаску и делю на 2 части. Одну часть пока убираю в сторону, а вторую часть делю на 6 примерно одинаковых частей. Не взвешиваю, делаю на глаз. Каждую маленькую часть теста округляю, скатываю в шарики. Так точно поступаю со второй частью теста. У меня получается 12 заготовок, соответственно будет 12 булочек. Затем я беру каждый шарик теста и раскатываю в тонкую лепешку. Толщина теста приблизительно 3-4 мм. У меня сегодня булочки будут с повидлом, у меня яблочно-клубничное, но можно использовать любое густое варенье, джем, повидло или просто сахар и корицу. Затем я заворачиваю вот так вовнутрь, как на видео, немного прокатываю слегка скалкой и сворачиваю рулетиком. Края плотно защипываю. Получаются вот такие вот симпатичные булочки. Итак, я формирую все заготовки. Вот так вот превращаю их в такие чудесные булочки. Как видите, делаются они совершенно несложно. На первый взгляд может показаться, что это заморочливо, но поверьте, что это того стоит. Все булочки я выложила на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыла пищевой пленкой и даю им постоять примерно полчаса. Когда они хорошо подошли, я их смазываю размешанным яйцом. Можно в яйцо добавить молоко.
Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Булочки выпекаются 20-25 минут. Ориентируйтесь по золотистому цвету. Как только я булочки достала из духовки, сразу же горячими я их смазываю растопленным сливочным маслом. Так булочки станут еще мягче и воздушнее. Накрываю их двумя полотенцами, обязательно даю остыть, и затем уже посмотрите, какая красота у нас получается. Мягчайшие, воздушные, нежные, пушистые, ну просто великолепные булочки. На самом деле они действительно отличаются от обычной дрожжевой выпечки. Друзья, стоит попробовать их приготовить, вы убедитесь, что это совершенно несложно, но такие булочки достойны вашего внимания. Очень надеюсь, что рецепт вам понравился, вы будете его готовить. Жду ваших отзывов в комментариях. Всех благодарю за лайки, подписки. Ценю и уважаю внимание каждого. Всем мира и добра. Пока, до новых встреч!